Всем привет! Сегодня буду оформлять торт. Нежная летняя тема. У нас сегодня будем оформлять торт с предыдущего видео. Грильяжный торт у меня внутри. Здесь я уже покрыла творожным кремом. Ганашем не покрывала, так как именинница у нас живет с нами на одной улице, поэтому далеко мы его везти не будем. Не вижу смысла покрывать ганашем. Крем у меня творожный, и в описании я укажу, сколько я всего израсходовала. Сейчас вес торта 2600. Без покрытия кремом, чисто начинка весила 2 кг. Торт уже хорошо отстоялся в холодильнике. Сначала я делала черновой слой, час в холодильнике, а потом покрывала уже основным слоем крема. На нем уже можно рисовать, можно прилеплять сюда сахарные картинки. У нас сегодня будут использоваться здесь бабочки из вафельной бумаги. И также я буду рисовать бабочек, вернее одну бабочку. И давайте к изготовлению этих самых вафельных бабочек и приступим. У меня здесь уже полным ходом идет рабочий процесс. Вот таких вот бабочек я уже наделала. И несколько даже есть цветных, но потом я их покажу. Это бабочки из тонкой вафельной бумаги. Здесь у меня уже несколько листов приготовлено. Мне потребуется сейчас только один листочек. Я покажу на примере одной только бабочки. Отрезаем полоску на длину крыла. Вот этот шаблон, кстати, я нашла просто в интернете, и в группе ВКонтакте я, наверное, выложу его в альбом. Альбом называется «Картинки для сахарной печати». Вот этот вот шаблончик там будет, если, может, кому пригодится. А так в интернете можно найти, там полно этих шаблонов крыльев бабочек. На одну бабочку мне нужно 4 крыла. У вафельной бумаги одна сторона глянцевая, другая шероховатая. Вот нам необходимо, чтобы у нас глянцевая сторона была лицевой, а шероховатая получается изнанкой. То есть мы будем друг к другу их прикладывать при приклеивании одного крыла к другому. Мы будем вот шероховатые стороны соединять. Получается, что у нас одно крыло будет состоять из двух частей одинаковых. Изнанку к изнанке приложили, шероховатая сторона к шероховатой, и вырезаем. По этому шаблону вы можете не прям по размеру вырезать по краю, а немного делать отступы. Таким образом вы можете сделать крылья на несколько бабочек, и у вас будут бабочки с крыльями разных размеров. Ну вот, к примеру, вот так вот. Вот, получились у нас вот такие вот 4 заготовочки для одной бабочки. Теперь мне необходима еще вот такая вот флористическая смесь, я ее называю. Я ее сама делаю из геля глянец. Можно использовать и нейтральный гель, и водки. В равных пропорциях смешиваю, допустим, 5 граммов водки, 5 граммов геля глянец. Этот гель специально для вафельной, сахарной бумаги, в общем, для съедобной бумаги. Специальный гель. Приобретаю я его в интернет-магазине «Успешный кондитер». Там же я беру и все виды съедобной бумаги. У меня уже готовая смесь, так как я уже в процессе здесь создания вот таких вот красоток. Еще нам нужна будет проволока. Проволоку я взяла номер 26. Это также флористическая проволока, подойдет и 24-я. 28-30 не рекомендую брать, так как они очень тонкие для таких деталей. Затем покрываю изнанку одного крыла. Это у нас получается шероховатая сторона. Полностью покрываю. Особенно тщательно мы покрываем вот здесь вот по краю, чтобы у нас детали друг от друга не отлеплялись. По диагонали, но не до конца крыла, я прикладываю проволоку. И теперь также изнаночной стороной прикрываю. Получается у меня и с этой стороны лицо, гладкая сторона, и с этой. Очень хорошо вот так приклеиваем. Если использовать только водку для приклеивания, у вас детали начнут сильно скручиваться. Если использовать только один гель глянец, то слишком долго будет сохнуть деталь. Поэтому лучше вот делать такую смесь. То же самое делаем со вторым крылом и оставляем подсыхать. Подсохшие крылья, если даже они у вас немного загнулись, их можно выправить легко. Либо уже подсохшие в книгу положить между страницами, и тоже выровняется все. Так, вот такие вот крылышки. Теперь нам нужно их окрасить. Если вы хотите однотонную бабочку без перехода цвета и такой упрощенный вариант, то можно было сразу эту смесь геля глянец и водки окрасить в необходимый цвет и покрывать уже, например, с этой и с другой стороны
и у вас будет однотонная бабочка. Мы же немного будем заморачиваться, сейчас будем разукрашивать, чтобы у нас бабочки были более естественные, более правдоподобные. Вот такие вот. Берем любой пищевой краситель, гелевый, пастообразный, либо сухой краситель, неважно. Сухой краситель только единственное, нужно немного разбавить водкой. Здесь у меня уже на палитре разведены цвета, которые мне необходимы. И вообще, как бы палитре, если я вижу, что остается цвет, особенно если я использую сухой краситель, водка испаряется, краситель также остается у меня на палитре, потом я эти палитры храню в закрытом пакете. По необходимости добавляю сюда немного водки, и опять краска готова к применению. Мы сделаем сейчас, наверное, сиреневую, бабочку сделаем. Обязательно должны быть под рукой либо салфетки, либо бумажное полотенце, чтобы у нас не было лишней влаги на кисти. Мы будем периодически убирать лишнюю влагу, вытирая вот об салфетку. В краситель капаю немного водки, если он подсох. Добавляю сюда флористическую смесь. И у меня краска разведена именно флористической смесью. Начинаем от края к середине. То есть получается, что более насыщенный цвет будет у края. А именно к середине крыла, к основанию крыла, уже будет менее насыщенный, более светлый оттенок. Теперь добавляю флористическую смесь и растушевываем. Движение, напомню, у нас получается от края к середине, к основанию крыла. Почему я еще рекомендую использовать гладкую сторону? После высыхания, подсыхания красителя у вас крыло будет глянцевое, будет переливаться на солнышке. Так, теперь моем кисть, убираем лишнюю влагу с нее и опять же немного растушевываем. Можно, чтобы основание крыла было желтенькое, очень красиво смотрится. В желтый краситель мы добавляем смесь, также немного вот здесь вот проходимся. Сделать более темные края можно также с помощью красителя. То есть здесь уже смотрите на картинку, можно распечатать любые картинки бабочек и прям срисовывать. И финальный этап — это нам необходимо прорисовать вот эти прожилки. Можно это сделать черным красителем, но это если у вас само оформление торта более такое агрессивное, яркое. Я же делаю коричневым. То есть мы берем коричневый краситель, здесь уже не нужно добавлять никакую смесь, можно водкой просто развести. Единственное, что следить, чтобы не было очень много влаги на кисти. Убираем ее, если что. И самой тонкой кистью. У меня здесь идет однерка, но я ее еще подстригала маленькими ножничками, чтобы прям совсем было несколько волосков. Тогда линии будут более тонкие и будет смотреться очень изящно и красиво. Начинаем от середины крыла. И также можно ориентироваться на картинку, либо в интернете сразу смотреть, как идут прожилки у бабочки на крыле. Там очень мало поперечных линий, в основном все идут вдоль. Вот такое крыло получилось. Теперь ждем, пока вся краска высохнет, и можно будет для особого еще блеска покрыть кондурином. Кондурин можно использовать как цветной. У меня вот здесь есть сверкающий изумруд. Им я покрывала именно зеленые крылья. Очень красиво переливаются. Можно этого и не делать. Можно использовать нейтральный какой-нибудь цвет, типа золото или серебро, серебряная искра еще тоже красиво будет смотреться. Таким же образом мы делаем и второе крыло. Только единственное, смотрите, чтобы они были в зеркальном отображении. То есть получается вот так вот. Чтобы мы их смогли потом соединить друг с другом путем скручивания проволоки. Проволоку не рекомендую брать слишком короткую, так как когда вы будете оформлять торт, неизвестно, на какой высоте у вас бабочка будет от торта, может вы захотите, чтобы она повыше взлетела. Поэтому лучше потом обрезать, если что. Ну и бабочку мне нужно изобразить на самом торте. На боковой части я буду рисовать вот такую вот бабочку. Распечатала ее просто с картинкой с интернета. Также добавлю в группу ВКонтакте эту картинку, может быть, тоже кому-нибудь будет полезно. Красители также использую пищевые, и каждый краситель, который я буду использовать, я разбавляю каждый цвет, я разбавляю диоксидом титана, чтобы у меня краска не сворачивалась и вообще легко ложилась на крем. Так как у нас крем здесь идет с большим добавлением масла,
Вообще в основном идут для покрытия масляные крема на масляной основе, поэтому краска может сворачиваться. Чтобы вам легче было работать, добавляем диоксид титана. Разбавляю краситель я обязательно водкой. Водой не разбавляю, так как водка быстрее испаряется, меньше влаги, картинка быстрее сохнет. И для начала я прорисовываю рисунок. Когда вы будете покрывать кремом торт, то немного оставьте крема про запас. Если вдруг вы испортите боковую поверхность, не получился рисунок с первого раза, то можно будет аккуратно мастихином снять испорченную поверхность крема, добавить еще порцию, выровнять шпателем и отправить в холодильник. То есть все решаемо, все проблемы можно решить. Я прорисовываю рисунок обычно коричневым красителем с самой-самой тонкой кистью. Остается нам добавить черешню. Можно и клубнику добавлять. Клубнику, если боитесь, что она потечет, то можно ее вместо соприкосновения обработать либо шоколадом, либо нейтральным гелем, гелем глянец. Прикрепляю ягодки. Для яркости еще добавлю вот такой вот бисквитный мох. Про бисквитный мох есть видео уже на канале. Если хотите, можете попробовать сделать. Делается он очень легко, но выглядит очень эффектно на торте. Вот такой летний, яркий, в то же время нежный торт мы сделали для нашей племянницы. Сейчас поедем его дарить. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.